Предыдущая серия закончилась на том, что мы восстановили затоталенную BMW 6 серии, отогнали в ГАИ, прошли осмотр и поставили ее на учет. Уже сейчас у нас есть документы на мое имя, а это значит, что можно смело превращать BMW в Волгати. Как вы помните, мы практически полностью разобрали машину, а затем собрали по новой. И тут ребята настояли на том, что нам необходима специальная диагностика для того, чтобы проверить качество сборки и все детали. Первым делом этим и занялись. Как вы видите, все работает в штатном режиме. Можно смело двигаться дальше. Итак, BMW наша полностью восстановлена и технически исправна, поставлена на учет. Значит, мы можем приступать к работе. Еще раз хочу напомнить, что BMW это не новый проект. Мы не купили ее, чтобы восстановить или перепродать, или что-то там еще. Мы купили для того, чтобы продолжить старый проект с Волгати. Просто от пробы мы потеряли ключи и теперь не можем ее завести. Поэтому была куплена BMW с 4.4 мотором, задним приводом. Более правильная база для постройки Волгати. Приступаем к работе. После выхода серии, в которой мы делали вот этот механизм с поднимающимся спойлером, было очень много вопросов, где купить такие линейные актуаторы. В свое время я тоже задался этим вопросом и в итоге смог найти их только на AliExpress. А сейчас я заказываю следующую партию компонентов для наших проектов. Ведь совсем скоро крупнейшая распродажа на AliExpress 11.11. Скидки будут до 90%, а кэшбэки просто сумасшедшие. Например, можно сделать заказ на 1111 рублей и получить еще 1111 рублей на новые покупки. И не переживайте, что не успеете. Распродажа продлится с 11 до 17 ноября. Ну а корзину рекомендую собрать уже сейчас, потому что глаза точно будут разбегаться. Также будут скидки на 4 бренда техники. Так что, если хотели обновить свои гаджеты, это лучшее время. Xiaomi, Baseus, Dreame и TS предоставят для вас просто супер скидки. Например, клевые смартфоны Poco C65 со скидкой до 50% или пусковое устройство для авто за смешные деньги. Как видите, моя корзина ломится от покупок, так что и вы не теряйтесь. Обязательно залетайте на распродажу 11.11 на AliExpress. Ссылки будут в описании. Начинаем разбирать машину. Погоди. А что если не в проект пустить, а там перепродать? 20-ку можно выручить? Не знаю, вряд ли. А за сколько тогда продать можно? Слушай, а тебе зачем? Ну, типа поинтересоваться, что почем, какие цены. А тебя как зовут? Ну, Купер, а что? Знаешь что, Вовка, не нужна тебе такая машина. Поверь мне на слово. Береги себя. Да, действительно, это не самая простая и надежная машина с учетом ее возраста. Но она просто идеально подходит в качестве донора. Но для того, чтобы донор стал донором, его придется хорошенько покромсать, предварительно максимально разобрав. Как мы говорили уже много раз, изначально в качестве донора был куплен Ford Probe. Это не совсем случайный выбор. В основном он был сделан, отталкиваясь от нашего бюджета. В процессе мы столкнулись с рядом сложностей, таких как вынос колес и несоответствие колесной базы. В итоге пришлось значительно вмешаться в силовую конструкцию, но тогда главным было продолжить работу и понять, как это будет выглядеть. Со временем проект отлично зашел и полюбился. В итоге мы твердо решили сделать все возможное, чтобы поставить машину на учет, возить по мероприятиям и показывать вам. Тогда-то и был выбран этот кузов BMW E63. Продолжаем разбирать BMW. Следующим шагом нам нужно вырезать задние стекла. Для этого снимем молдинги.
Профессиональной вырезкой стекол никогда не занимались. Инструмента у нас нету, но ничего сложного. Будем импровизировать. Струна где-то потерялась в гараже. На помощь нам придет обычный трос из хозмагазина. Вытянули оттуда одну жилу. Кстати, пилит он отлично. И нам еще понадобится острый нож с такой вот прорезью. Выглядит это таким образом. Обычный нож, в котором сделана прорезь углошлифовальной машинкой для того, чтобы трос можно было так вот подфиксировать, заломать и уже пробить клей. По периметру стекла у нас идет всегда такая вот резиночка, и чтобы ее не зафаршмачить, используем широкие шпателя. Аккуратно поддеваем под резинку, всаживаем нож. В итоге, спустя 10 лет опыта и 15 минут работы, стекла вырезаны, аккуратно демонтированы и даже в неразобранном состоянии. Наконец, переходим к самому интересному. Нам необходимо понять, насколько сильно придется резать крышу. Добрались мы до финишной прямой. Снимаем готовую, уже выведенную шкарлупку от Bugatti. Накидываем на BMW. Легкая доработка напильником. И проект завершен. С этим можете нас поздравить. Забегая вперед, скажу, что так и получилось. Единственная сложность оказалась в том, что не нашлось напильника подходящего формата. Получилось, шкарлупа почти налезла. Все, линия лобаша у нас остается. Тут чуть подвинуть. Заднее колесо не в арке, но это мы решим. Задний мост передвинем, кардан удлиним и все. Это успех. А если серьезно, то снимаем глушитель и потихоньку... снимаем глушитель, сдаем катализатор. Вот, бабки пилим пополам. Потом пилим, нам тут полметра не хватает, всю тыльную часть до подкрылка. Вот это вот все отрезываем с лонжероном, совсем вот так вот. Уже сейчас стало понятно, что стандартный выхлоп от BMW нам никак не подходит, поэтому смело удаляем его, а в дальнейшем займемся кастомным исполнением. Но об этом в следующей серии. А сейчас нам надо накинуть все панели и оценить, как все подходит или не подходит. Для этого мы откатали стеклопластиковый капот, отталкиваясь от формы старого металлического капота, который аккуратно подогнали еще на кузове Форда. В итоге получили легкую прочную панель, которая в будущем и станет полноценным капотом. А сейчас это просто верхняя его часть. Обрезали все хвосты и можно приступать к примерке. Снимаем с пробы, накидываем на BMW. Все максимально просто и подходит на свои места. По мордашке у нас в принципе неплохо все стыкуется. Только нам мешает этот усилитель и вся вот эта вот пластиковые жалюзи и эти вот нашлепки. Они как бы на техническую часть нам не мешают, поэтому мы будем снимать, чтобы как-то вот накидывать уже капот и понимать, куда нам дальше двигаться. Потому что радиатор здесь находится очень далеко. А вот это все пластиковые какие-то детали, которые нам, наверное, не пригодятся. Да, эти элементы действительно никак не вписываются в наш конструктив, да и особого функционала они не несут, поэтому смело снимаем их и закидываем на склад, а усилитель сделаем позже, отталкиваясь от расположения уже волговской кузовщины. Скинули мы передний усилитель и жабры, чтобы дальше уже примеривать мордашку от Волги. Шкарлупка наша неплохо подходит по BMW, только не хватает нам длины до лобового стекла. Напомню, что катастрофически хочу оставить родной
лабаш BMW-шный с его наклоном. Так как еще делать свои стекла мы не научились, мордашка здесь чуть длиннее и угол не тот. Поэтому я BMW-шного капота откатаю заднюю сторону капота, сделаю пластиковый, и тогда склею эту стой, и будет ништяк. Вот. А крылья. По крыльям все немножко проще. Колесо в арке. Арка такая, как нам надо. Чуть-чуть не хватает здесь. И что самое прикольное, вот этот кант сходится с BMW-шным приблизительно похожее закругление, что меня очень радует. Главное выдержать вот эту вот ватерлинию, чтобы морда не клюнула вперед. В целом, по передней части все становится очень круто. Теперь пора заняться подгонкой задней части. Первым делом расшиваем задние крылья. Таким образом, чтобы максимально оставить силовую конструкцию. Тут все относительно просто и понятно наглядно. По периметру срезаем верхнюю панель, снимаем ее и так с двух сторон. Параллельно удаляем мешающие элементы. Затем при помощи сабельной пилы отрезаем заднюю часть и двигаемся дальше. Следом снимаем панорамную крышу. Возможно, она нам пригодится в других проектах. Затем размечаем новую линию и снова режем по ней. Все это сопровождается десятками примерок и подгонок, которые остаются за кадром. Именно поэтому многие действия вам могут казаться нелогичными. Но по факту нам проще отрезать кузов несколько раз, чем потом приваривать заново какие-то части. К этому моменту мы прилично разобрали всю переднюю часть, чем и решили воспользоваться. Ведь обслужить машину стало значительно удобнее. Изначально для запуска мотора после его замены мы залили первое попавшееся под руку масло. Теперь, когда стало понятно, что все окей, первым делом необходимо заменить его. Ведь на машину у нас большие планы. Поэтому мы не стали испытывать судьбу, а доверились проверенному корейскому премиальному маслу и залили ZigTop. Все потому, что оно изготовлено из высококачественных ингредиентов на основе полностью синтетических базовых масел ПАО, вкупе с базовыми маслами собственного производства. Из-за своих качеств и справедливой цены моторное масло ZigTop одобрено ведущими автопроизводителями, имеет все современные допуски и подходит почти всем премиальным маркам авто. И не просто так, ибо данное моторное масло выдерживает самые высокие нагрузки и работает даже в самых экстремальных климатических условиях. С такой смазкой наш малыш проходит долго. Уверен, и ваше авто сильно прибавит выносливости. Так что заказывайте моторное масло ZigTop по ссылке в описании и наслаждайтесь поездками в любое время. Для удобства работы в очередной раз полностью разбираем салон. Забегая вперед, могу сказать, что все складывается просто отлично. Такое впечатление, что донор прям создан для этого проекта. Совсем немного терпения, и вы поймете, о чем это я. В итоге мы вычислили, какого размера должно быть лобовое стекло, для того, чтобы форма стыковалась с крышей. Затем обрезали верх стоек, а это значит, что сейчас необходимо сделать новую верхнюю часть рамки стекла. Этим и занят Саня. При помощи трубогиба придаем нужную форму профилю, прикидываем по месту, снова подгоняем и так много-много раз. В итоге у нас останутся родные стойки, но немного укороченные, из чего следует, что форма лобового и боковых стекол будут заводские, но немного укороченные, что значительно проще, нежели изготавливать стекла с нуля. Также останется родная уплотнительная резинка, торпеда и еще кучу сопутствующих деталей, что стократно упростит нам работу в дальнейшем и, соответственно, ускорит финал этого проекта. В итоге у Сани ушло всего полдня на изготовление новой рамки, в которую идеально впишется старое, но укороченное стекло. Накинули, прикинули и отметили линию, на которой должно закончиться будущее стекло. Точно так же мы поступим с боковыми стеклами. Знаю,
Знаю, что многие из вас ждут новостей и серию по буханке, и нам есть что показать. Полноценная серия по ней выйдет на днях. Вот небольшой спойлер. Мы все же решили заменить коробку-автомат на механику, и для этих целей приобрели простенький настольный токарник, и уже активно на нем работаем. Конечно, это надо было сделать уже давно, но сейчас просто не смогли пройти мимо, поскольку у Jet проходит акция «Черная пятница». Так что, если планировали что-то приобрести, у вас еще есть время до конца ноября. Подрезываем крышу, чтобы она хорошо стыковалась с оригинальными стойками. Вернули на место центральную стойку, сварили ее как положено, то есть швы у нас в шахматном порядке. Далее будем ставить оригинальные вот эти BMW-шные уплотнители дверей и стекол. Двери у нас безрамочные, хотим сохранить это все в оригинале. Будем доваривать кантик, связывать стойку лобового с центральной стойкой. И вроде бы все так очень даже неплохо получается. Выставили передние крылья, чтобы арка попадала по колесу. И дальше будет логично, прям по центру, закрепить капот. И тогда уже придумывать крепление крыльев. Решили верхнюю шкарлупку не расширять. Тогда у нас стык капота и крыла хорошо входит в стойку эту, в лобовое. Правда, здесь вот такая вот нарост BMW-шный. Мы его, конечно же, что-то тут подпилим. По тыльной стороне крыла не хватает у нас 7 сантиметров. Это мы доклеим, когда полностью уже выставим и поставим на нужное место крыло. В итоге, после того, как мы выставили крылья и все остальные элементы должным образом, в голову пришла очень интересная идея. Мы решили откатать небольшую часть оригинального крыла от BMW, снять с него матрицу и получить стеклопластиковую копию хвостика этого крыла. Но не просто кусок панели, а именно ту часть, на которой и находится оригинальное крепление. Какая тут задумка? Дело в том, что это крыло и дальнейшая линия борта просто идеально состыкуются с нашим волговским крылом. Но между нашим крылом и дверью BMW после стыковки образовалась пустота шириной в 7 сантиметров. А эта панель позволит нам нарастить крыло таким образом, что мы получим заводское крепление крыла к кузову, что опять же упростит нам жизнь в разы. В дальнейшем при помощи этих матриц мы откатали недостающие элементы и можно двигаться дальше. Не хватает у нас участка до двери. У нас есть откатанные матрицы наружных накладок дверей, и мы хотели отрезать от нее и сюда это доточить. Но пришлось бы сочинять какую-то крепежку на оригинальные BMW-шные места. И потом пришла в голову хорошая идея, почему бы нам не откатать матрицу с BMW-шного крыла нужной нам части с ответными вот этими вот крепежечками. И она сюда идеально подходит. Вот. И в дальнейшем мы уже отрежем вот этот кусок BMW и срастим с волговским крылом. Пилим мы пластиковую накладку, пилим мы болван. Также на заклепке это склепываем, зашпаклевываем. И это уже будут у нас болваны для снятия матриц, чтобы сделать стеклопластиковые крылья без шпаклевки. Но теперь осталось дело за малым. Грамотно размечаем будущее место стыковки и при помощи болгарки приступаем к операции. В итоге у нас вырисовывается вот такая картина. И если честно, мы прям очень довольны, поскольку все складывается просто отлично. Думаю, будет много вопросов по поводу предыдущего донора. Так вот, об этом я подробно рассказал в нашем телеграм-канале, в котором мы публикуем уникальный контент и рассказываем про то, что не вошло в основную серию, со всеми сложностями, ценами и цифрами. Ссылку оставлю в описании.